Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 14 марта. Друзья, сегодня у нас с вами денежный четверг, поэтому обязательно напишите эту денежную фразу, а вечером результат вас просто удивит. Поэтому обязательно не только прослушайте это видео, но также проведите эту практику. А прямо сейчас ставьте лайк, а в комментариях напишите следующие слова. Волшебство в моей жизни. Истина да будет так. Еще раз. Волшебство в моей жизни. Истина да будет так. Именно эти слова помогут вам сконцентрироваться на тех проектах, на тех задачах, на все то, что вы запланировали на этот день, и поможет вам осуществить. А практика с денежной фразой это приумножит и поможет вам добиться и успеха, и благополучия в вашей жизни. Давайте, друзья, с вами разбираться, чем же сегодняшний день нам так настолько интересен и важен для каждого человека. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 14 марта. Обращаем ваше внимание, сегодня у нас денежный четверг, и очень важно сегодня создавать денежное волшебство. Старайтесь во всем видеть радость, созидание, творение, любовь, гармонию, баланс. Это очень важно. Да, немногие люди могут это видеть, потому что негатив в их жизнь постоянно пытается зайти, прийти, поломать что-то, разозлить чем-то, вывести из равновесия. Помните о том, что это проверка вас, насколько вы готовы двигаться дальше, насколько вы готовы любить себя и вкладывать энергию в свою жизнь, в свое развитие, во все те моменты, которые принципиально нужны вам. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня 14 марта, растущая луна в знаке зодиака Телец, и с вами 5-е лунные сутки. Как вы знаете, знак зодиака Телец это стабильный знак зодиака, это земной знак зодиака, который каждому из нас дает энергию дня в надежности, в устойчивости. Поэтому сегодня благоприятное положение Луны на небосклоне поможет каждому человеку способствовать росту, процветанию и материальному благополучию. Вообще энергия самого Тельца, она подчеркивает нам, чтобы мы терпеливыми были, трудолюбивыми и практичными. Терпеть это не значит унижаться или терпеть какие-то плохие, что-то в негативном ключе. Нет, терпение это значит вы что-то достигаете, вы что-то делаете, вы что-то развиваете в своей жизни, и вы знаете, оно не приходит в сию секунду, да, иногда нужно что-то сделать, разобраться. Самое простое, вы хотите вышить крестиком картину, да, и для того, чтобы ее вышить, вне зависимости, насколько она по уровню сложности сложна для вас, здесь зависит от терпения, потому что есть люди, которые вышьют половину картины нитками и забрасывают в долгий ящик. Поэтому здесь сегодня вот вам важно иметь терпение. Кроме того, сегодня будьте динамичны, сегодня старайтесь быть активными, потому что энергия этого дня, она достаточно такая интенсивная, и она благоприятствует началу новых проектов, предприятий, каких-либо решений, которые вы хотели бы принять, сделать, осуществить в своей жизни. Кроме того, люди сегодня могут чувствовать прилив энергии и страсть для того, чтобы достигать своих целей. А это, друзья, очень важно, потому что когда вы чувствуете вот эту божественную энергию, вы готовы и творить, и созидать, и делать что-то новое. А это, друзья, очень важно, потому что когда вы энергетически это прочувствовали, вы, соответственно, что делаете? Двигаетесь дальше. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодняшний день, 14 марта, благоприятен для любых новых начинаний, для новых проектов. Это также сегодня прекрасный день, отличный, вот вообще отличный из отличных дней для старта каких-то важных дел. Также влияние знака зодиака Телец поддерживает внутреннюю устойчивость и спокойствие. День благоприятен для того, чтобы заниматься медитациями, практиками, возможно, размышлять и думать о том, как вы или что вы хотите в своей жизни привнести.
Но также в этот день есть и опасности, и предостережения, которые вам стоит знать. Дело в том, что энергия знака зодиака Тельца иногда может приводить к упрямству и к тщеславию. Поэтому вам важно быть открытым к идеям других и избегать каких-либо конфликтов. Научитесь находить во всем баланс и гармонию. Да, это очень сложно, но помните о том, что когда вы работаете в команде, вы работаете с людьми, вы должны находить во всем баланс. Кроме того, сегодня некоторые люди будут более чувствительными к стрессу и будут раздражительными. Поэтому очень важно сегодня управлять своими эмоциями и старайтесь избегать каких-либо конфликтных ситуаций. Также фокусируйте себя сегодня на материальном благополучии. Не теряйте из виду каких-то более широких целей и будьте поглощены теми идеями, задачами, те, которые вы стремитесь сделать в своей жизни. Теперь давайте поговорим о том, что же нас сегодня ждет в плане здоровья. Как вы знаете, в этот день энергия знака зодиака Телец становится особенно заметной, напоминая нам о важности ухода за своим физическим здоровьем. И обращаем ваше внимание, что многие люди сегодня будут достаточно активными, можно сказать, что даже гиперактивными. Поэтому это время, когда наш организм чувствует прилив энергии и благоприятствует активным физическим занятиям. Это может быть и фитнес, йога, даже могут быть длительные прогулки на свежем воздухе. Это все для вас. Кроме того, сегодня прекрасный день для того, чтобы укреплять свое тело и поддерживать общее физическое состояние. Также обращаем ваше внимание, что знак зодиака Телец связан с пищеварением, поэтому обратите внимание сегодня на свое здоровое питание. Умеренность и внимание к качеству пищи могут принести вам дополнительные выгоды. Кроме того, если вы человек православный и вы поститесь, обратите внимание, что со следующей недели у нас с вами начинается пост. Поэтому попробуйте именно это как практику войти в пост хотя бы на недельку. Например, отказаться от животного происхождения продуктов питания. Мы не говорим о твороге или яйцах куриных. Мы говорим именно, например, о мясных продуктах. Хотя бы на неделю. Откажитесь, например, от сладкого, от того же сахара, конфет, сладкого печенья, попробуйте. И, вы знаете, вы почувствуете себя совсем по-другому. А потом через неделю даже вернетесь к сладкому чаю в 2 ложечки или в 3 ложечки чайные, вы скажете: ой, какой-то чай какой-то сладкий. Помните о том, что наше тело, мы можем с вами ним управлять. Но главное, не доводить его до стресса, потому что когда всю жизнь человек, например, ел какие-то определенные продукты питания, и в один момент он решает кардинально поменять, то, знаете, это стрессы достаточно большие. Человек, наоборот, может начать болеть, потому что, знаете, наше тело – это своеобразный организм, это система, которую, если вы хотите что-то видоизменить, нужно все делать, что постепенно. Кроме того, старайтесь сегодня не переедать, это очень важно, и не переутомляться, потому что много энергии в знаке зодиака Телец, люди будут видеть: о, у меня много энергии, я сегодня все горы переверну, я сегодня то сделаю, я и это сделаю, я такая вот молодец, но помните о том, что уже вечером вы будете как выжатый лимон, вам ничего не будет хотеться и желаться, а это уже большой минус для вас. Поэтому очень важно, что вы слушали свое тело и обязательно всегда поддерживайте баланс. Кроме того, сегодня нужно быть осмотрительными и не входить в какие-то крайности. Кроме того, сегодня, как мы уже сказали ранее, сегодня люди могут быть более чувствительными к стрессу, поэтому все-таки уделяйте внимание время от времени расслаблению, отдыху. Это все поможет вам поддерживать ваше эмоциональное равновесие. Что же касательно лунного календаря денег, то вы должны понимать и то, что сегодня в этот
этот день энергия знака зодиака Тельца будет нам подчеркивать важность финансовой нашей устойчивости и рационального подхода к управлению деньгами. Очень часто можно услышать о том, что люди получают зарплату, получают деньги, им возвращают долги, и человек сразу пытается почему-то потратить деньги. Зачем это ему надо? Ну вот же распродажа, ну вот какая-то вещичка, мне кажется, она мне нужна. Мне кажется, а надо ли она вам? Никто об этом не знает. Поэтому старайтесь в этот день, получили деньги, заработали деньги, подумайте о том, как вложить в открытие чего-то нового для себя, в саморазвитие, в обучение, возможно, во все то, что вам в дальнейшем принесет доход. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что энергия знака зодиака Телец открывает нам двери для новых возможностей. Поэтому будьте сегодня открытыми к финансовым предложениям, к тому всему, что связано с деньгами, с материальными благами. Это все вам может сегодня приходить. Но также сегодня избегайте расточительности, будьте осмотрительными с деньгами в решении, в принятии тех или иных финансовых решений. И кроме того, сегодня у некоторых людей может быть такая ситуация, что именно финансовые вопросы могут вызвать стресс. Поэтому очень важно, чтобы в этот день вы поддерживали эмоциональный баланс. Если вам говорят сегодня, что вам нужно срочно вернуть какую-то сумму денег именно в этот день, пожалуйста, без паники, всему свое время, и это обязательно разрешится. Теперь посмотрим, какая карта Таро выпала, друзья, на этот день, 14 марта. Эта карта у нас с вами выпала влюбленная. Эта карта несет в себе энергию страсти, выбора и судьбоносных встреч. То есть эта карта нам указывает на усиление эмоциональных связей в наших отношениях. Это может быть сегодня день для близких встреч, для укрепления связи с бизнес-партнерами. И это может быть и в любви, и в дружбе. Кроме того, у некоторых людей сегодня может появиться возможность взять какое-то важное решение. Это может быть и в сфере бизнеса, в сфере любви, в сфере денег. Сегодня могут быть даже завязаться какие-то новые отношения или будут связано что-то с принятием важных шагов. Очень важно, что эта карта говорит влюбленная о том, что нам очень важно сегодня поддерживать равновесие и гармония вне зависимости, чтобы не приходило в нашу жизнь. Кроме того, любые решения, которые вы будете сегодня принимать, принимайте их только с открытым сердцем. Чувствуйте и слушайте себя, доверяйте своей интуиции, потому что она вам обязательно поможет, и вы поймете, что для вас важно в жизни. Давайте теперь вернемся к Архангелу Михаилу и послушаем, какой же он дает нам сегодня совет. И вы знаете, первый совет – это то, что Архангел Михаил призывает нас видеть в препятствиях возможности для нашего роста и преобразования. Поэтому вместо того, чтобы падать духом перед трудностями, подходите к ним как к шансу улучшить себя, улучшить свою жизнь. Очень многие люди почему-то считают, что когда появляются в их жизни проблемы, то это печаль. То есть человек попадает в апатию, у него депрессия, у него слезы, истерики и так далее. А вы посмотрите, пожалуйста, под другим углом, потому что так вы развиваетесь, ваш мозг начинает думать, а как я могу это решить, а что я могу сделать? И постепенно, по чуть-чуть человек выходит именно из этой ситуации. Поэтому уделяйте внимание сегодня своему внутреннему состоянию, потому что внутри вас есть источник божественной силы. Кроме того, сфокусируйтесь на таких качествах, как смелость, как решимость, как справедливость, и вы обязательно сможете преодолеть препятствия. Кроме того, любые энергии, которые поступают сегодня в вашу жизнь, обязательно преобразуйте только в положительные. Используйте свою силу, свою поддержку для помощи другим людям, потому что это очень важно. И, конечно же, не забывайте сегодня просить о помощи у тех, кто, возможно, где-то вас сильнее, где кто-то вас по-другому воспринимает, понимает. Это очень важно. Когда вы научитесь жить в балансе, в гармонии, вы увидите, как ваша жизнь также будет и кардинально меняться.
Ну а мы с вами, друзья, вернемся к сегодняшней практике, благодаря которой вы сможете привлечь с удивительной фразой финансовое волшебство в свою жизнь. Итак, эта практика, она очень сильная. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто взять листок бумаги, ручку, написать следующие слова. Сегодня я привлекаю деньги легко и естественно. Эти слова обязательно пропишите также в комментариях к этому видео. Не забудьте поставить лайк. И написали этот листочек, пусть у вас сегодня будет перед глазами, на самом видном месте. И уже поздно вечером этот листочек нужно будет сжечь, пепел развеять по ветру и поблагодарить Вселенную за те мыслимые и немыслимые блага, которые появляются в вашей жизни. Помните о том, что если вы не увидели чудес, это не значит, что они нет в вашей жизни. Очень часто люди не видят самых простых вещей, поэтому, пожалуйста, открывайте свои глазки, да прислушивайтесь к своей интуиции, вы увидите, как ваша жизнь будет меняться, и при этом настолько меняться, что вы будете достаточно очень сильно удивлены. Вот такой, друзья, у нас с вами замечательный, прекрасный, чудесный день. Прямо сейчас ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.